Я все про вас знаю, чем вы там занимаетесь и про что думаете. Все знаю. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук. И как вы думаете, как всегда, что символизирует эта шляпа и мое облачение? Поиграем в интуицию, поразвиваем ее, тем более тот, кто давно смотрит мой YouTube-канал, уже понимает, что это может быть. Сегодня речь пойдет о внутреннем контроле, о том наблюдающем объекте, под пристальным вниманием которого мы находимся внутри. Как всегда, чуть-чуть пойдем с вами сейчас в прошлое, в наше детство, и вспомним, как мы были зависимы от наших взрослых, от наших родителей. Мы действительно были беспомощны. Все блага находились у них. И нам приходилось все время на них посматривать, сверяясь с их эмоциональной реакцией на нас, правильно мы делаем или неправильно. То есть они могли так, все правильно или так. То есть по недовольному лицу мы понимали, что наш родитель нами доволен или недоволен. И такой же контролирующий контур, даже несмотря на то, что мы с вами перешли во взрослую жизнь, он остался с нами. И мы с ним живем абсолютно не ведая этого, но все диалоги в нашей голове происходят именно в контакте с этим контуром. Для того, чтобы у вас были чувственные репрезентанты, чтобы вы не только слушали теорию, а могли потрогать это внутри, вспомните, как вы приходите в какую-то группу людей, онлайн или офлайн, и вы не воспринимаете одинаково всех участников. То есть какой-то один участник попадает под ваш пристальный взгляд. Вы как будто не можете отвести от него глаз, и если что-то говорите, то смотрите, как именно он прореагирует. Как будто вам важно одобрение только его. Его улыбка, его благосклонность. И больше всего ранит, когда вы говорите, а он занимается своими делами, что-то там, вообще не слушает вас. Это говорит о том, когда кто-то выхватывается из коллектива, что вы уже спроецировали туда свой наблюдающий, контролирующий контур. И с этим человеком, с этим уже объектом у вас начинаются совсем другие отношения, совсем не те, которые были до этого. Возникает напряженность. И давайте попробуем разобраться, что же происходит с вами в контакте с тем человеком, в который вы спроецировали свой контролирующий контур. Для того, чтобы нам это понять, надо заглянуть внутрь себя. Я думаю, что те, кто давно смотрит мой канал, помнят ролики про стеклянную банку, внутри которой находится личность, про клетку, внутри которой находится личность, про пленку, которая обмотана личность, про смирительную рубашку. Вот эти все ролики, они с разного ракурса показывают одни и те же внутренние процессы. То есть наш контроль себя. Фактически у личности есть два варианта. Она может помыслить о том, что ей сказать, что сделать, исходя из текущей ситуации, а может обращаться внутрь себя, как будто она с кем-то советуется, и кто-то говорит, да, так правильно, или говорит, так неправильно, или кто-то как будто подсказывает. Вот вам задали вопрос, а у вас как будто появляется наушничек в голове, в ухе, и вам в голову кто-то прямо транслирует информацию, и вы как будто читаете книгу, вспоминая, говорите. То есть я не говорю, что так плохо. Нам память нужна, опора на теорию, на другие чужие знания.
но не запускается аппарат собственного мышления, и человек может много цитировать, но сам родить свою оригинальную мысль не может. Точно так же и в поведении, когда человек руководствуется тем, что правильно, он контролирует себя, то он всегда зажатый. То есть вот эта тревожность, которая появляется, говорит о том, что контроль уже включился, и вы напряглись, потому что начинаете избыточно контролировать свое поведение, уже пошла сверка, правильно, неправильно. Даже в одиночестве, когда человек как бы наиболее расслаблен, у него нету контура, который ему говорит, ты сейчас правильно ведешь, неправильно себя ведешь, человек все равно может его включить и смотреть на себя вот этим вот таким взглядом, таким пасущим, как пастух или кавказская овчарка посматривает на стадо овец. Что у нас происходит внутри с контуром, нам надо это понять, тогда мы поймем, что с людьми, которые мы проецируем этот контур. Диалоги в голове. Вот я недавно доказывала, иду по улице, гуляю, и тут мне всплыла одна ситуация, и я начинаю доказывать, что у меня есть право так поступить. И потом я себе говорю, Оля, кому ты сейчас это доказываешь? И рассмеялась. То есть я говорю с тем контуром, который на меня нападает. Если я доказываю свою правоту, значит, кто-то мне доказывает, что я могу так сделать, могу так поступить. Значит, контур что делает? Строим логическую противоположность. Он приказывает мне сделать вот так. Я так делать не хочу. Он говорит, так правильно, я так делать не хочу. И доказываю ему, что у меня есть право так не поступать. Или было право так поступить. Следующий момент. Если я протестую, вот как подростки протестуют перед родителями, и у меня такой же протест внутри. Какого я должна черта это делать? Почему я обязана это делать? То есть кто-то меня как будто принуждает к чему-то. Делай уроки. А я говорю, я не буду делать эти уроки, мне надоело делать уроки. То есть наш протест идет на какое-то принуждение внутри. Видите, мы можем, вот первый шаг в понимании, какой у нас контролирующий контур, это понять в диалоге. Мы понимаем, что мы оправдываемся, но не можем нащупать перед кем. Эта фигура как будто все время в тумане. Вот если я перед кем-то оправдываюсь, в голове я оправдываюсь, у меня не было выхода, я сама была в такой ситуации. Это говорит о том, что кто-то меня внутри обвиняет. И если я что-то делаю, и мне страшно опубликовать, например, пост, значит, я боюсь наказания. Страшно, что я буду наказана, значит, кто-то меня там наказывает. То есть у меня внутри выстроена схема, благодаря которой я могу социализироваться, благодаря которой я подстраиваюсь под родителей. И человек с этой схемой, родитель, ребенок продолжает жить и обращается с собой точно так же. Он также бубнит себе в голове, обвиняет, наказывает, не логически мыслит, а действует как вот такой вот авторитарный родитель, командный. И вот если я кого-то наделяю властью, вот этот стул, он будет как раз символизировать это. То есть я нахожусь со своим контуром, то есть он у меня, я с ним. Он меня контролирует, он меня направляет, цензурирует мое поведение, что мне говорить, что мне делать. И если я по какой-то причине назначаю другого человека главным, я ему свой контролирующий контур отдаю, он уже у него. И раньше я сверялась с собой, со своим контуром, а здесь я начинаю сверяться с реакцией этого человека. Вот клиент, который пришел к психоаналитику, чаще всего отдает ему контур. Ученик, который пришел к учителю, например, вы учите английский
и французский. И вы пришли к учителю, и вы сразу отдаете ему этот контур, потому что он как бы лучше знающий. Он уже будет определять, правильно вы делаете или нет. Этот контур может быть отдан просто человеку в компании, которого вы идеализировали, почитаете. И вы ему отдаете и начинаете, вот то, что я вначале говорила, пасти его глазами, как он на вас реагирует. И все, что он говорит, как будто гром среди ясного неба. Если он недоволен, то это жуткое недовольство. Если он говорит, да, неплохо, это ни с чем не сравнимое удовольствие. То есть я начинаю играть с ним в эту игру. Но вот это проецирование контура, это мы с вами говорим о том, когда мы кого-то боимся, перед кем-то робеем, чью-то реакцию считываем. Но может быть и противоположная проекция, когда кто-то в нас проецирует этот контур, а сам остается ребенком, который начинает нас спасти. В этот момент мы ощущаем важность. Важность. Вот человек, когда видит чью-то уязвимость, вот я понимаю, как опасно писать посты про свои какие-то персональные уязвимости, потому что я тоже получаю кучу советов, где мне надо жить, что мне надо делать. Человек вообще не знает мою жизненную ситуацию, но как только я проявила уязвимость, он сразу такой: Вам надо переехать, вам надо разобраться, вам надо понять». То есть он становится этим контролирующим контуром, потому что кто-то, на его взгляд, сейчас слабый. И если к нам кто-то обращается за советом, нам очень сложно не спроецировать в него себя реального, не стать этим контуром, который начинает давать советы, поучать. Вот мы иногда и боимся кому-то что-то рассказывать, потому что он сразу садится на стульчик контура и начинает оттуда вещать. И мы сами тоже. Вспомните, когда вы себя ловили на этом тоне поучающем, что «а ты не пробовал сделать вот так?» И эти все моменты, они именно эмоциональный контекст. Итак, давайте подведем итог нашим исследованиям. То есть, когда я понимаю, что я изначально с этим контуром, то у всех он есть, у кого было детство, да, все были беспомощные, все не умели мыслить, все зависели от родителей. Родители были хуже, лучше, но если вообще поанализировать, сколько процентов в поведении людей адекватности, немного становится понятнее, какие были шансы нам родиться у адекватных родителей. Днем с огнем надо поискать таких. Как и свое адекватное поведение, оно же тоже редкость. Итак, если я понимаю, что у меня есть контролирующий контур, и когда я с ним сверяюсь, правильно, неправильно, плохо, хорошо, а не мысли в ситуации сложно, я подкрепляю эти отношения ребенка-родителя, где я одновременно и ребенок, и родитель. Я могу впасть в ребенка, отдав контур родителя кому-то другому, и в этот момент я становлюсь беспомощной. Я начинаю немлящей становить, и пытаюсь соблазнить, и пытаюсь понравиться, и пытаюсь влиять на его эмоциональную реакцию. Но я могу вступить и в противостояние, если я спроецировала контур, когда я как подросток я начинаю спаривать, и мне кажется, что человек своим мнением на меня нападает. Это не его мнение, это мне приказ, как себя вести. Это не его мнение, это единственно правильное мнение, которое мне надо оспорить. И точно так же наоборот, я себя начинаю ловить, когда я становлюсь родительской, отчитывающей или указывающей, что делать, или осуждающей фигурой. И на других я начинаю понимать, а как я отношусь к себе. У некоторых этот контур очень жестокий. И чем человек играет хорошего в контакте, тем жестче этот контур. И это все может развернуться, и человек этим контуром пойдет на тебя, и если увидит у тебя какую-то слабость или недостаток. Пишите свои мысли, как всегда, приглашаю нас быть учителями друг другу. Описывайте свои ситуации, попробуйте выхватить какие-то именно воспоминания о таких отношениях, где вы были родителем или вы кого-то назначали себе родителем.
И делитесь этими ситуациями. Люди, читая ваши ситуации, заберут себе больше пазлов про это явление. Когда мы это понимаем, то и забираем себе эту проекцию, как детскую, родительскую, у нас становится гораздо адекватнее отношения. Мы наконец-то можем общаться с людьми наравне. И в завершении ролика я хочу вас пригласить на вебинар «Мои зависимости». Это про зависимость от соцсетей, от шопоголизма, от игр, от алкоголя, от курения, от ритуалов. То есть мы попробуем с вами в целом понять, что такое зависимости, почему они возникают, можно ли их победить, если да, то как. Прощаюсь, до встречи.